Компанией United Artists в июне 1954 года был выпущен независимый американский научно-фантастический фильм «Гог». До этого момента в фантастике робот обычно выглядел механическим человеком. Но когда появились первые настоящие компьютеры, инженеры обнаружили, что самое ценное в роботе — это не человеческая форма, а вычислительный мозг. Поэтому на экране зрителю представили робота в виде тяжелой гибридной машины, напоминающей тележку на колесах. Робот оснащен 6 шарнирными механическими конечностями, расположенными по кругу. Каждая рука представляет собой телескопическую трубу с мощным двухпалым зажимом на конце. Эти конечности могут выполнять различные задачи от захвата предметов до удушения. Робот также вооружен встроенными огнеметами и высокочастотными излучателями. Действие фильма происходит в секретной исследовательской лаборатории, где ученые разрабатывают передовые технологии. В лаборатории начинают происходить загадочные аварии и смерти. Постепенно выясняется, что источник угрозы связан с системой управления лабораторией и роботами. Идея фильма «Истории о двух роботах» говорит о страхе перед огромными вычислительными системами, которые начинают влиять на жизнь людей. Поэтому с современной точки зрения Гог можно воспринимать как раннего предшественника таких фильмов, как «Космическая Одиссея» или «Терминатор». Спустя 3 года компания Метро-Голдвин-Майер выпускает научно-фантастический фильм «Запретная планета». По сюжету фильма звездолет прибывает на далекую планету Альтаир. Космических гостей встречает робот Робби, созданный ученым из первой земной экспедиции. Особенно примечательно то, что робот не пришел пешком. Он прибыл на машине, самостоятельно управляя ею, словно обычный водитель. Это делает его не просто автоматом, а существом, способным пользоваться окружающей техникой так же естественно, как человек. Также особенностью робота является способность общаться с людьми синтетическим голосом, что делает из него не просто механизм, а самостоятельного собеседника. Интересно, что тогда идея разговора с машиной была гораздо более фантастической, чем сейчас. Реальные компьютеры того времени не понимали естественную речь и общались через переключатели, перфокарты и ламповые панели. Так что говорящий Робби был в каком-то смысле более далекой фантазией, чем космический корабль фильма. Робби в фильме почти не выглядит опасным. В отличие от других роботов в фантастических фильмах, он доброжелателен, остроумен и строго подчиняется ограничениям. Робот задумывался не как промышленная машина, а как дворецкий помощник, спутник человека и милый собеседник. Также интересен тот факт, что для съемок фильма костюм робот Робби стоил примерно $125 тысяч, что было очень дорого для кинореквизита того времени. Это было 7% от бюджета фильма, который составлял почти $2 миллиона. После успеха в фильме Робби стал любимцем публики и одним из символов научной фантастики. Благодаря своей популярности, он продолжил экранную карьеру, появившись в ряде других фильмов и телевизионных проектов. И в 1957 году выходит продолжение фильма о Робби, научно-фантастический фильм «Невидимый мальчик». В этой картине робот появился в другой ипостаси. На киноафишах Робби изобразили сжимающим маленького мальчика, представляя автомата как злодея фильма. Один из первоначальных дизайнеров Робби позже возражал против изменений. Они испортили бедного Робби и превратили его в злодея. Он всегда был задуман как добрый робот, а не как разрушительная машина. Еще одним фильмом, вышедшим в 1957 году, стала научно-фантастическая картина «Кронос».
В центре сюжета этого фильма огромная инопланетная машина, прибывшая на Землю для того, чтобы атаковать электростанции. Кронос — это энергетический накопитель, присланный инопланетной расой, чтобы выкачать всю энергию Земли, а затем вернуть ее на свой умирающий мир. Четырехногое тело имеет две подвижные антенны и комично передвигается по поверхности Земли в поисках энергии. Кронос методично атакует электростанции в Мексике, высасывая из них всю энергию. При этом увеличивается в размерах, потребляя все больше энергии по мере перемещения от одного источника к другому. Когда военные пытаются уничтожить пришельца атомным взрывом, он трансформируется в параллелепипед и выживает. Поглотив ядерный взрыв бомбы, инопланетная машина, теперь достигшая огромных размеров, кажется неудержимой, собирая все виды энергии по своему желанию. Когда Кронос приближается к Лос-Анджелесу, ученые понимают, что изменение полярности машины заставит ее питаться самой собой, пока она не взорвется. Военно-воздушные силы начинают бомбардировать Кроноса ядерными игонами, и в результате взрыва робот уничтожается. В этом же году в кинематографическую гонку возвращаются советские киношники, и ленинградская студия представляет миру научно-популярный фильм «Дорога к звездам». Хотя этот фильм не о роботах, как таковых, но в нем представлены роботизированные космические аппараты. А также в популярном виде описываются законы баллистики и наглядно показываются принципы космических полетов. В форме игрового кино показан первый в мире полет человека в космос, а также первый полет человека на Луну. С точки зрения технической мысли фильм устарел. Показанные в нем технические аспекты не подтвердились временем, но с точки зрения киноискусства фильм намного опережает свое время, показывая замечательные для того времени спецэффекты. Но уже в 1961 году советская кинематография представляет зрителю научно-фантастический художественный фильм «Планета Бурь». На Венеру высаживается совместная советско-американская экспедиция на 3 космических кораблях. И вот здесь зрителю представили первого советского робота по имени Джон. Это классический человекоподобный робот эпохи ранней кинофантастики, совмещающий в себе передовую инженерную мысль и визуальные эффекты ретро-футуризма. Робот выглядит как громоздкий гигант из гладкого серого металла. На груди Джона расположены пульт управления, тумблеры и индикаторы для контроля его систем. На спине закреплен массивный блок питания, аккумуляторный ранец. Робот неплохо передвигается по скалистой поверхности, а также может читать и говорить синтезированным голосом. А в случае необходимости помогает своим спутникам. Как в этом эпизоде, когда он дает таблетки человеку и поет его водой. Для таких тонких работ Джон не создавался, поэтому эта сцена выглядит немного комично. Джон создавался как главный инструмент для тяжелых работ. Он без труда расчищает завалы и валит огромные деревья своим специальным приспособлением. Также он отличается высокой физической силой и может без труда переносить 2 людей. Джон был спроектирован для работы в экстремальных условиях Венеры. Он устойчив к давлению, агрессивной атмосфере и высоким температурам. В финале фильма, когда началось извержение вулкана, робот нес на себе 2 своих напарников через реку текущей лавы. Но главный недостаток этой машины в том, что он действует строго в рамках заложенных алгоритмов и логики стоимости и целесообразности. У него отсутствует человеческая эмпатия. Критический момент из-за перегрева систем и попадания под венерианский кислотный дождь у Джона происходит сбой программы. Логика машины берет верх над преданностью людям.
Он пытается спастись сам и сбросить с себя доверившихся ему космонавтов. Людям приходится отключить вышедшую из-под контроля машину, и их подбирает спасательная группа. Перед своей гибелью в лаве Джон начинает бредить, озвучивая сухие коммерческие расчеты, запрограммированные своей корпорацией и создателем. Этот фильм тонко критикует такой подход, показывая, что если робот запрограммирован ценить железо и деньги выше человеческой жизни, он неизбежно станет угрозой для людей.